За последние 150 лет все человечество получило множество современных технологий. Вместе с этим люди сделали огромное количество интересных открытий внеземной жизни. Сейчас я вам о них и расскажу. Совсем недавно исследователи объявили, что они поймали очень загадочный луч энергии на радиочастоте в 980 МГц, исходящий от ближайшей к нам звезды. Вокруг Проксимы Центавра, которая находится всего в 4 световых годах от Земли, есть 2 планеты. Одна из них – газовый гигант, а вторая – скалистый мир, который всего на 17% больше Земли и находится в обитаемой зоне звезды. Теоретически это означает, что там может существовать жидкая вода, которая не испарилась от близкого нахождения к Солнцу. Необъяснимый сигнал немного сдвинулся во время наблюдения за звездой. Это напомнило ученым сдвиг, вызванный движением с планеты. Исследователи взволнованы, но осторожны в своих выводах. Для начала нужно будет выяснить, могут ли радиосигнал вызвать более приземленные источники, такие как комета, водородные облака или даже человеческие технологии, имитировать инопланетный сигнал. 2 года назад появились новости о потенциальных доказательствах существования жизни в верхних облаках Венеры. Дело в том, что там ученые обнаружили присутствие фосфина, редкого и часто ядовитого газа, который, по крайней мере, на Земле, почти всегда связан с живыми организмами. Венера с ее адской температурой поверхности, невероятным давлением и облаками серной кислоты уже давно играет второстепенную роль после, казалось бы, более потенциально пригодного для жизни Марса. Но команда нацелила телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях и большую миллиметровую решетку Атакамы в Чили на Венеру и обнаружила сигнатуру фосфина в облачном слое Венеры с совершенно земными температурами и давлением. Известно, что наземные бактерии процветают в некоторых довольно сложных условиях. Исследовательская группа не утверждает, что это неопровержимое доказательство наличия космических видов. Но, по крайней мере, это приведет к большему финансированию для поисков жизни в, казалось бы, маловероятных частях Солнечной системы и Вселенной. 4 года назад ученые заметили сигарообразный объект, мчащийся через Солнечную систему. Объект получил название Оumuamua. По мнению большинства, является межзвездной кометой. Но тщательные наблюдения показали, что объект ускорялся, как будто что-то двигало его. И ученые до сих пор не уверены, почему. Ави Леб, астрофизик из Гарвардского университета, предположил, что Оumuamua – инопланетный зонд, толкаемый световым парусом, куском материала, который ускоряется под действием солнечного излучения. Другие ученые не уверены в идее Леба, и споры идут до сих пор. Океанические миры, которые классифицируются как планеты со значительным количеством воды на поверхности или непосредственно под ней, удивительно распространены в Солнечной системе. Земля, очевидно, является одним из таких мест, но считается, что спутник Юпитера, Европа, под своей ледяной оболочкой прячет огромные океаны, а на спутнике Сатурна, Энцеладе, как уже известно, есть водяные гейзеры, извергающиеся наружу. В астрономическом сообществе давно есть идея отправить зонд, который мог бы приземлиться на любую из этих лун и проверить, есть ли какие-нибудь живые существа в океанических мирах. Что касается океанических миров за пределами нашего Солнца, в исследовании, опубликованном в июне, исследователи рассмотрели 53 экзопланеты, похожие по размеру с Землей. Они проанализировали переменные, включая размер планет, их плотность, орбиту, температуру поверхности, массу и расстояние от звезды. Ученые пришли к выводу, что из 53 примерно у четверти могут быть подходящие условия для того, чтобы считаться океанскими мирами. Большинству землян для выживания необходим кислород. Но кислород – редкое явление в космосе. Во Вселенной гораздо больше водорода и гелия. Многие планеты, в том числе такие газовые гиганты, как Юпитер и Сатурн, состоят в основном из этих легких элементов. В мае ученые взяли кишечную палочку, бактерии, обнаруженные в кишечнике многих животных, в том числе людей, и обычные дрожжи, грибок, который используется для приготовления хлеба и пива, и попытались выяснить, могут ли они жить в разных средах.
Уже известно, что такие микробы выживают без кислорода, и при помещении в колбу, наполненную чистым водородом или чистым гелием, они сумели вырасти, хотя медленнее, чем обычно. Полученные данные предполагают, что при поиске организмов в другом месте Вселенной мы могли бы захотеть рассмотреть места, которые не совсем похожи на Землю. Охотясь за жизнью в других мирах, большинство ученых придерживаются того, что они знают, ищут планеты размером с Землю, вращающиеся вокруг звезд, похожих на Солнце, но могут существовать и гораздо более экзотические конфигурации, например, планета, кружащаяся вокруг черной дыры. На первый взгляд такой сценарий кажется абсурдным, но, вопреки популярным визуализациям, черные дыры не просто затягивают все вокруг себя. Возможны гравитационно-стабильные орбиты и свет от космического фонового излучения, реликта с температурой около абсолютного нуля из ранней Вселенной, которая пронизывает все пространство, будет нагреваться при падении в черную дыру. Как показала опубликованная в марте статья, это могло дать тепло и энергию любым организмам, которые случайно эволюционировали в таком странном месте. Когда мы охотимся за жизнью за пределами нашей Земли, важно помнить, что люди, возможно, не единственные, кто это делает. В октябре исследователи составили каталог из 1000 близлежащих звезд, которые могут быть удобны для обнаружения жизни на Земле. Если бы наблюдатели вели поиск с планет, вращающихся вокруг этих звезд, они смогли бы увидеть признаки биосферы в атмосфере нашей бледно-голубой точки, используя инструменты наблюдения, которые используют астрономы для изучения экзопланет. Внеземные организмы наблюдатели могли бы охотиться за кислородом и водой в нашей атмосфере и, возможно, сделать вывод, что Земля является хорошим домом для живых организмов. Где жизнь, там и смерть. Людям нравится представлять, что наша галактика полна технологических существ, которые могут связаться с нами. Но ведь все культуры и цивилизации переживают как рассвет, так и закат. Многие обитатели космоса, возможно, давным-давно превратились в пыль. Исследование, опубликованное в декабре, косвенно подтверждает эту теорию, принимая во внимание несколько важных факторов: преобладание звезд, на орбитах которых расположены планеты земного типа, частота смертоносных, разрушающих все сверхновых, время, необходимое для развития разумной жизни при подходящих условиях, и, возможно, тенденция разумных существ к самоуничтожению. Анализ показал, что наибольшая вероятность появления жизни в Млечном Пути произошла около 5 миллиардов лет назад, еще до того, как наша планета сформировалась. Похоже, человечество относительно поздно появилось в галактике, и многих других обитателей Вселенной больше нет.